Здравия, дорогие друзья! Сегодня с вами Николай Субботин, опять «Голос за кадром». А в кадре у нас наши друзья из нашего мужского клуба «О чем говорят мужчины». И сегодня Вячеслав расскажет нам об очень интересном событии, об очень уникальной экспедиции. Ты меня, наверное, сейчас поправишь уже, когда начнешь говорить. И если мне память не изменяет, вот то событие, скажем так, исследовать которое вы ездили с Вадимом Чернобровым, второе по значимости после другого, которое было в 908 году. Так ли это? А сегодня мы на самом деле поговорим про экспедицию на поиски Виктимского метеорита. Вам слово. Здравствуйте. Ну, естественно, все помнят и у всех на слуху так называемое падение Тунгусского метеорита, который упал в 1908 году в районе Подкаменной Тунгуски. Изучал это явление, первый, кто изучал это, известный наш ученый Кулик. Но я не буду акцентироваться на этом, просто оно самое известное, и то, что произвело максимальные разрушения в сибирской тайге, восточной сибирской тайге, где вывал леса был около, больше 200 километров, я бы так сказал. Вот эта вот бабочка, которая появилась при взрыве Тунгусского метеорита, ее исследовали. Расскажу я о другом событии, таком же таинственном, которое произошло буквально где-то через почти что 100 лет. Это падение Витимского метеорита 25 сентября 2002 года. В ночь на 25 сентября в 0 часов, около 0 часов, местные жители были разбужены гигантским светящимся шаром, который излучал искры и освещал в округе практически всю местность, как яркое солнце. Осветило все так, что стало светло, как днем. После этого произошел очень мощный взрыв. И этот взрыв наиболее четко слышали и ощущали жители поселка Витимский, который находится на реке Витим, и поселка Мама. Река Витим – это известная река в произведении Шишкова, которая, вот есть произведение, называется «Угрюм-река», известная. Явление это было неожиданностью для многих, но сопровождалось предварительно рядом феноменов. Во-первых, при приближении этого космического тела, что это было за тело, я предположительно расскажу уже позже. То, что было собрано нами из найденных остатков грунта и других субстанций, которые были найдены нами в этом месте, оно произвело своего рода фурор. Может быть, меньше, чем Тунгусский метеорит, но, тем не менее, тоже не произвело сильный резонанс. Кстати, могу, забегая вперед, сказать, что после падения такого крупного тела, как Витимский метеорит, количество международных конференций, которые стали проходить в мире по метеоритной и астероидной безопасности Земли, возросло на порядки. Потому что считалось, что такие метеориты, как небесные тела, как Тунгусский, падают там раз в 1000 лет. Оказалось, что нет, достаточно часто, то есть намного чаще. Буквально через 100 лет. Значит, история началась с того, что до нас дошли сведения в Космопоиске о том, что в районе поселка Витим и поселка Мама упало неизвестное тело 25 сентября 2002 года. Местные жители, которых мы опрашивали, нам рассказали, что местная, скажем, астрофизическая такая пункт своего рода, не обсерватория, конечно, который измеряет магнитное поле Земли, зафиксировал очень мощные изменения магнитной составляющей Земли.
многие даже рассказывали, что на остроконечных антеннах стали появляться огни святого Эльма, электролизация воздуха началась. Кто-то даже рассказал, что за сутки до падения этого тела у многих людей снились страшные сны, связанные с какой-то земной катастрофой. То есть люди уже во сне предчувствовали. Животные за сутки ушли из этого района, особенно это говорят охотники-промысловики, что соболь, лисы и ряд дикого зверья просто ушли из этого района, почувствовав опасность. Дальше события развивались так, что когда тело упало, ударная волна взрывная была такой мощности, что выбила в поселках окна, вылетели двери, и женщина, которая жила до этого в Казахстане и переживала землетрясение, говорила, что кровать, на которой она спала, она поехала просто по комнате, и она подумала, что началось землетрясение. То есть настолько мощное колебание почвы было от падения вот этого тела. После падения через какое-то время появились световые столбы. Кстати, очень много появилось неопознанных летающих объектов в виде светящихся шаров, которые летали над этим местом и как бы баражировали и зависали в этом районе в течение недели. Потом практически неделю были световые столбы наподобие полярного сияния, которые как бы били из-под земли в виде узких таких лучей света. После падения тела были закрыты уроки в школе, потому что многие школьники, которые пили местную воду, а там сибирские реки в основном текут сопок, когда тает снег зимний, так сказать, вот эти половодья начинается, или это было осенью, но тем не менее реки текут с вершин, с более высоких точек, и, соответственно, люди пьют эту воду. Многие школьники жаловались, что у них ломили руки, суставы болели. Школьники не могли даже ручки держать в руке, потому что сильно болели руки. Наша экспедиция получила сведения о местопадении, о координатах от американских военных спутников. То есть есть целая система наблюдения за пуском баллистических ракет. Когда ракета взлетает, она дает яркую вспышку, и военные спутники американские засекают эту вспышку, координаты, и потом уже могут отслеживать траекторию. Но так как это были не пуски баллистических ракет, а падение природного, как считается, космического тела, эта информация была дана свободно и открыто нам, с указанием координат, которые дали американские спутники, то есть американские службы. Они говорили, что передали эту информацию и сказали, что вы сделаете туда экспедицию, нам ничего не надо, никаких, если поделитесь какими-то осколками или еще что-то с НАСА, то это будет хорошо, но не поделитесь, ничего страшного. Скажу так, что на самом деле это была обманка. Уже прибыв в июне 23 года, то есть зимой мы не поехали, так как там достаточно высокий снежный покров, мы решили экспедицию перенести на 2023 год, на конец мая, начало июня. Впоследствии Вячеслав, я хотел бы уточнить, на 2023 или на 2003 год? 2003, точно. Экспедиция, переговорю сейчас, экспедиция, которую мы решили организовать, имея GPS-координаты приблизительного падения этого небесного тела, мы решили перенести на 2003 год, на конец мая, когда уже снежный покров сошел практически, когда можно передвигаться по тайге, а тайга представляет, восточно-сибирская тайга, это не наши буреломы, это в основном сопки,
Практически весь район представляет из себя сопочные возвышенности высотой где-то в пределах 600-700 метров над уровнем моря, но трудный для передвижения, потому что между сопками растительность густая, а на сопках растут кедрачи, которые, в принципе, ну, представляют вот как карельская береза, там на вершинах они такие корявые. Дело-то было в том, что те сведения, которые нам передали американцы, мы потом задумались, для чего нам это было дано. Это целая интрига, кстати. Оказывается, позже, когда мы прибыли в 2003 году туда, мы начали с того, что приехали в поселок Таксимо, нашли машины Уралы, которые довезли нас до города Бодайбо. Из города Бодайбо мы за 4 бутылки водки договорились с местной баржей, которая возит машины по реке Витим, то есть переправляет грузы, потому что дорог там нет. Основная трасса – это вот река. Мы договорились, нас высадили в установленных нами координатах, то есть мы по GPS отсматривали, у нас был гарминовский GPS, навигатор, и пришвартовали к берегу и высадили в дикую, скажем, тайгу. Там никаких поселков, ничего не было. Расположившись лагерем, мы разбили лагерь и начали уже ориентироваться, смотреть, куда нам дальше идти. Взяв, скажем, один из методов, который я использую в экспедиции, биолокационный метод зондирования, поиска предметов археологического или какого-то аномального характера, метод биолокации, я определил направление, куда надо идти. Но для того, чтобы как говорится, не класть все яйца в одну корзину и не всем туда не идти в одном направлении, мы сделали такую, скажем, расстановку, что по 2 человека мы распылили силы, и одни люди пошли, скажем, в северо-восточном направлении, одни в северо-западном, мы больше на север пошли. Вот вдвоем с Володей, моим напарником был Володя, который участвовал в нашей экспедиции. У нас было 8 человек, 7 из Москвы, 1 из Сахалина. Вот Володя с Сахалина как раз и был с тем, с кем я пошел. Пройдя где-то километров 5-7, поднимаясь то на сопки, то опускаясь, мы издалека с одной сопки увидели огромное выжженное пятно и заваленные деревья. То есть это было видно в бинокль. У нас была с собой оптика, полевые бинокли. Мы зафиксировали это место, зарисовали на карте и вернулись в лагерь. Когда все вернулись на место, было решено, собственно говоря, идти в том направлении, где мы с Вадимом, с Володей обнаружили вот это вот выжженное пятно. А еще раз говорю, что обнаружил я методом биолокации, ну, как говорится, подспудный такой метод. Поднявшись, ну, собрав лагерь, мы двинулись туда и, в общем-то, пришли на это место. Мы его называли еще место Великой Гари. Впоследствии, обойдя все окрестности, мы увидели огромное количество посеченных и поваленных деревьев. То есть мы при приближении к этому месту видели деревья, которые были как бы срезаны осколками вот этого тела. А уже в эпицентре там уже лес горел и был завален также в одном направлении. То есть деревья лежали достаточно направлены верхушками в одинаковом направлении. Общая суммарная площадь пятна нами потом была определена уже при вертолетной разведке где-то около 100 квадратных километров. Собственно говоря, на месте мы уже брали, так как там остается снег, то есть в этом месте на северных склонах сопок практически все лето лежит снег, мы брали образцы этого снега, потому что он представляет из себя замороженную воду с мелкодисперсными остатками метеоритного вещества. Потом, когда мы привезли эту воду в Москве, то есть уже растаявшую, и сделали рентгеноструктурный анализ спектроскопически, обнаружено было в воде большое количество
окислов азота. Это первое. И второе, тяжелая вода тритий. Там было огромное количество, ну, скажем так, большая концентрация трития, тяжелой воды, которая используется в водородных бомбах. По мере продвижения туда мы этот снег использовали для питья, и даже Вадим Чернобров из этого снега сделал нам такое витимское мороженое, которое представляло из себя снег, который брался в кружку, туда заливалась сгущенка и кусочки раздробленного печенья. И вот такое вот своего рода вот мороженое мы там кушали, но мы не знали о том, что там находится вот эта радиоактивная тяжелая вода тритий. Впоследствии у ряда людей, в том числе у Вадима Черноброва и у Андрея Сафронова, были потом обнаружены ряд нарушений в организме. У Сафронова болели суставы, а у Вадима Черноброва начались изменения в составе крови. Кстати, по приезде из экспедиции он всем нам советовал сдать анализы крови биохимические на предмет изменения того, что находится в крови вот после посещения вот этой экспедиции. Практически у всех были отклонения в биохимии крови, вероятнее всего из-за места пребывания вот на месте падения вот этого Витимского метеорита или небесного тела. Потом, значит, когда мы привезли образцы почвы, в них обнаружены мелкодисперсные так называемые частицы, которые обычно характеризуют при выпадении метеоритов и комет. Своего рода такое вот кометное вещество – это тектидные такие маленькие кусочки, остекления, это, ну, как стекляшечки такие маленькие, которые известный профессор Васильев называл курсорками. Ну, они немножко похожи вот на стрелочки такие. Что могу еще также сказать, что когда мы были и обследовали эту местность, была обнаружена какая-то непонятная слизь, вещество серо-розового цвета, желеобразной субстанции, которую также мы забрали с собой, но в пробирках она потом, как бы сказала, изменила свою консистенцию, она стала более жидкой, потому что изначально это вот такое желеобразное вещество было. При анализе были обнаружены активные биологические компоненты, вероятнее всего представлявшие из себя какую-то биологическую субстанцию. Что это было, трудно было сказать, но по типу многие уфологи знают, например, на месте приземления НЛО были в свое время такие желеобразные, длинные такие структуры, волосы ангела, которые назывались. Было ли это падение искусственного или естественного объекта, уже было сложно воспроизвести, но местные жители нам рассказывали, что это тело меняло свою траекторию. Кстати, так же, как и Тунгусский метеорит, оно сначала летело по одной траектории, потом изменяло траекторию, полетело в другом несколько направлений, где через какое-то время и взорвалось. Обычно естественные космические тела, ну, траекторию не меняют, как правило. Единственное, там может быть изменение траектории, когда тело летит в разреженных слоях стратосферы, например, когда оно начинает гореть и светиться, и когда оно вот проходит вот этот атмосферный пирог уже на высоте около 3 километров, где начинаются уже плотные слои атмосферы, то есть наиболее резко растет плотность воздуха, то есть атмосфера становится более такой концентрированной. Тело может ударяться об эти верхние слои атмосферы и может менять, если оно имеет определенную конфигурацию, например, плоское тело, вот как камешек, который мы запускаем по воде, оно может немножко отскочить от верхних слоев и изменить. Такой вариант тоже нами рассматривался, изменить свое, скажем, азимут полета. Нами была там, так сказать, создана модель.
скажем, пятно собой представляло немножко такое веерообразное формирование в виде веера, то есть очень похожее на то, если вот взять, слепить снежок, кинуть на асфальт, и когда снежок падает под углом, он немножко вот таким веером рассыпается. Вот вывал леса представлял вот такой вот своего рода веер. Дальше могу сказать, что у всех членов экспедиции были необычные сны, необычные состояния, которые возникали на месте падения вот этого тела. Как правило, это были несвойственные сны, которые мы обычно видим в жизни. У всех немножко разные были, но они очень яркие, как правило, были и отличались от того, что человек обычно видит. Если брать про координаты, то, что я вначале говорил, почему американцы нам дали эти координаты, потом было выяснено, они хотели, чтобы мы на месте уже произвели замеры по GPS-навигатору и дали им точные координаты падения вот этого тела. А для чего это делается? Собственно говоря, Вадим Чернобров, как выпускник МАИ и конструктор и строитель космических ракет, он и работал на космодроме Байконур, как конструктор выезжал в командировки туда, объяснил так, что когда строится оптическая система навигации, она имеет сбои, то есть нужна юстировка вот этой системы на местности уже. То есть им было важно, чтобы мы в основном дали точные координаты падения этого тела, чтобы подстроить оптическую систему наблюдения военных спутников своих на орбите, как бы отъюстировать, более точно нацелить ее. Собственно говоря, американцы даже в этом случае преследовали свои сугубо военные цели, чтобы уже более точно засекать в дальнейшем пуске русских баллистических ракет или испытания, где проходят, то есть вот когда испытываются новые виды вооружения, чтобы из космоса можно было уже точно определять места полигонов, подземного базирования или еще что-то. В результате еще нами было, скажем так, принято решение координаты американцам не отсылать. То есть координаты падения этого тела мы так и не дали, точные им. Ну, что еще могу сказать? Когда мы уже на местности обследовали все, нам надо было сделать еще воздушную разведку, посмотреть, потому что тело крошилось, и помимо основного вывала было еще ряд более мелких вывалов. То есть осколки разлетались после взрыва на высоте 3 километров этого тела по большой, скажем, траектории, накрывая большие площади. Для этого нам нужна была вертолетная, скажем, вертолетная разведка. Денег у нас не было в то время. Час вертолета стоил 30 тысяч рублей в 2003 году. Это в ценах 2003 года. Нами было принято решение, когда мы завершили фактически 8 человек при запасе продуктов на 2 недели, мы в тайге провели месяц. То есть мы дозировали наши продукты, потому что купить что-либо в тайге, поселки находятся от нас находились на десятках километров, сбегать в магазин, вот так вот прикупиться, у нас не было никакой возможности. В итоге после экспедиции собранного материала и обнаруженных, кстати, частично трупах животных, которые мы находили в том районе, погибших, вероятнее всего, во время этого, потому что большая часть животных ушла из этого района. Собранные материалы нами были спилы деревьев, в местах посечения вот этими осколками, собственно говоря, уже в стволе деревьев мы вынимали эти осколочки вот этого вещества, которые застряли в дереве. Нами было принято решение вернуться снова в город Бодайбо. Город Бодайбо – это золотопромышленники, который находится трест Лензолота, там крупный трест, и ряд приисков.
где мониторы, так сказать, на реках там Медведица, на Витиме, еще ряд рек, которые впадают в Витим, холодные достаточно реки, 7 градусов, находятся золотопромышленные, ну, скажем, прииски добычи золота. Я еще посмотрел на таблице Лензолота, значит, средняя добыча золота в этом районе в том году была 5 килограмм золота на самом слабом прииске, ну, самое минимальное количество добычи золота, до 15 килограмм золота. Мы пришли к руководству Лензолота, был главный инженер, был генеральный директор этого треста. И в кабинете у них развернули карту, рассказали о нашей экспедиции, показали видео, фотокадры, где мы были, рассказали всю историю того, что было. Это было еще перед Днем города. Кстати, что интересно, мы сказали, что город Бодайбо может войти в анналы мировой истории как центр, где упало тело чуть меньше по объему и по мощности взрыва, чем Тунгусский метеорит, но тем не менее достаточно мощное. Руководство Лензолота, да, и мы попросили у них, скажем, профинансировать нашу вертолетную поездку. Они между собой, вот так сидя за столом, в течение 5 минут это все вопрос решили. Когда генеральный говорит главный инженер, говорит, ну что, поможем ребятам? Он говорит, сколько вам надо? Мы говорим, нам надо 2 часа полета вертолетного времени облететь этот район. Они говорили, ну что, поможем ребятам, это профинансируем. Это, говорит, по цене сдачи золота государству, это 5 килограмм золота было. То есть они как бы выделили 5 килограмм золота нам вот для полета, ну, в денежном эквиваленте, не нам, конечно, а перечислили местному Бодайбинскому аэропорту. И мы там собрались на самолете Ми-8, значит, собралось все руководство города, потому что мы подняли там волну о том, что в честь Дня города можно, вот, скажем, такое инфособытие сделать. С нами полетели и руководство Лензолота, и администрация города Бодайбо, и куча важных чиновников, которые также с нами уместились в вертолете. И наш полет вот 2-часовой, мы практически облетели все, засняли через, ну, у нас пленочные тогда камеры были, в частности, вот у меня фотоаппарат «Зенит», делал фотографии через иллюминатор. Практически облетев все вот это пространство, мы уже составили карту падения этого крупного космического тела. Впоследствии Вадимом Чернобровым была выдвинута версия, что тело представляло из себя не астероид, не метеорит, а осколок кометы. Это по мощности взрыва было вычислено, что это где-то в районе, наверное, 10-15 метров тело, состоящее изо льда и твердых фрагментов. Что такое комета? Это грязный космический лед, то есть вода, в которую вморожены камушки разного размера, грязь, пыль космическая. Кстати, отсюда же вот эта гипотеза появления трития. Когда лед летает в космическом пространстве и бомбардируется высокоэнергетическими частицами солнечной радиации и радиации, идущей из галактического ядра, то скажем, в атом водорода или в молекулу воды на высоких скоростях могут попадать облучения сверхбыстрыми протонами. То есть фактически вода из обычного состояния становится вот той самой тяжелой водой, такой как дейтерий и тритий, которая уже впоследствии, ну вот наши ученые использовали при производстве водородной бомбы. Поэтому вот теория, скажем, кометного такого ядра, она стала превалировать над теорией
метеорита. В результате исследования вот этой биологической массы было, в общем-то, вот этого желе или слизи, было выявлено, что кометы могут переносить биологический материал, вот та самая теория панспермии, насыщенные аминокислотами вот это вот желе, оно, скорее всего, могло прилететь из космического пространства, и одна из теорий вот, появления жизни вообще на Земле, что она переносится кометами в космосе с планеты на планету, вот в какой-то степени подтвердилась. Замечательная история, Вячеслав. Есть ли у наших друзей вопросы, уточнения или, может быть, замечания? Я думаю, здесь такой развернутый у Вячеслава был рассказ. Вы скажите, В много комментариях надо, чтобы людям, кому интересно было, уточнение запросили. какие самые крупные фракции частиц Светит. найдены были вот этого? Ну, как правило, крупных камней, вот как при падении метеорита, как вот у меня дома лежат, например, Алтайский метеорит, где на полях я нашел несколько крупных фрагментов железокаменных метеоритов, таких найдено не было. В основном взрыв был настолько мощный, что он практически распылил вещество. То есть взорвался в основном лед от перегрева. Вот этот вот. Поэтому максимальные частицы это буквально несколько миллиметров, вот, которые были найдены и переданы потом Вадимом Черномдовым в комитет по метеоритам КМЕТ Академии наук, Васильеву, известному профессору, который занимался, Дмитрий Васильев, это были переданы для того, чтобы они уже под микроскопом провели какой-то анализ и доказали, что вещество неземного состава вот этого.